Всем привет! Приветствую вас на канале Вязальная шкатулка. Сегодня хочу рассказать, как связать крючком вот такой квадратный мотив. В принципе, он очень напоминает бабушкин квадрат, но выполнен с рельефными столбиками с накидом. Вот эти столбики. В них как раз заключается самая сложность, и я сейчас покажу, как их вязать. Пряжа у меня троицкая кроха. Остатки нескольких цветов. Я хочу использовать 3 разных цвета. В 135 метров, в 50 граммах, 20% шерсти и 80% акрила. Первые 2 ряда будем вязать вот по такой схеме. Схему мотива я не нашла, вязала по фотографии, поэтому у меня большой схемы нету всего мотива. Начинаем вязать со скользящей петли, столбики с накидом. Так же, как в бабушкином квадрате, первый и второй ряд, они очень похожи. А дальше буду рассказывать. Вязать буду крючком номер 3. Среднюю часть мотива начну вязать с фиолетовой пряжи. Делаю скользящую петлю и начинаю вязать 3 воздушные петли. 1, 2, 3. 3 столбика с накидом. 1, 2, 3. 2 воздушные петли, 4 столбика с накидом, 4, 2 воздушные петли, опять 4 столбика с накидом. Можно чуть хвостик начать подтягивать. 2 воздушные петли и 4 столбика с накидом. Две воздушные петли, ряд закончен, соединяем с началом ряда соединительным столбиком и подтягиваем за хвостик скользящую петлю максимально, насколько у вас получится. Хвостик потом этот спрячем. Сейчас нужно поменять цвет пряжи. Отрезаю и присоединяю такую морковную или какую-то красноватую, в общем, пряжу добавляю сюда. Ей буду вязать второй ряд. Делаю обычный узелок двойной. И пару вернее даже один соединительный столбик вяжу в следующий столбик с накидом. Вот. Начинаю вязать ряд также с 3 воздушных петель подъема. 1, и буду во время вязания воздушных петель буду прятать хвостик. 1, одну петлю сделала, хвостик перекинула, вторую петлю связала, хвостик перекинула на другую сторону, третью петлю связала, все, хвостик потом отрежу. 2 столбика с накидом, вернее 1 столбик с накидом, у нас заменили 3 воздушные петли, сейчас будет второй столбик с накидом. Потом делаю 1 воздушную петлю и вяжу вот сюда под цепочку из 2 воздушных петель, буду вязать 2 столбика с накидом, 2 воздушные петли, 2 столбика с накидом. Это первый уголок связан. Опять воздушная петля 1, пропускаю первый столбик с накидом, вяжу во второй столбик 1 столбик с накидом, второй столбик с накидом, воздушная петля и в уголочек опять группу столбиков, 2 столбика с накидом, 2 воздушные петли,
2 столбика с накидом. В конце опять воздушная петля, пропускаю 1 столбик, во второй вяжу 1 столбик с накидом, 2 столбика с накидом, воздушная петля, столбик пропускаю, под цепочку из воздушных петель вяжу уголок, 2 столбика с накидом, 2 воздушные петли, 2 столбика с накидом, воздушная петля, пропускаю первый столбик, во второй вяжу столбик с накидом и следующий столбик с накидом, воздушная петля и опять уголок, 2 столбика с накидом, 2 воздушные петли, 2 столбика с накидом, ряд соединяю. Так, в этом ряду я забыла спрятать хвостик под столбики без накида. По столбике с накидом нужно было в процессе вязания вот сюда вот этот хвостик желательно спрятать. Но так как я этого не сделала, потом я быстренько его вот здесь вот протяну под столбики, чтобы отрезать сразу же. Мне удобнее сразу отрезать хвостики, потому что потом очень сложно у всех тех мотивов, когда вы свяжете, сидеть отрезать кончики эти. Но возможно кому-то это нравится, и они предпочитают сделать это в конце. Так, и здесь тоже хвостик я отрежу, который я спрятала в воздушные петли. Все отрезаем. Сейчас будем вязать самый сложный ряд столбиком без накида. Вот сюда проберусь, соединительными столбиками сюда вот проберусь, чтобы начать вязать вот этот столбик. Присоединяю зелененькую ниточку. Зеленой ниткой будем вязать выпуклые столбики с накидом, а между ними будут обычные столбики без накида, поэтому под них будет очень удобно спрятать как раз сразу вот эти 2 хвостика под столбики. Начинаю сразу вязать, но над столбиком с накидом я вяжу столбик без накида, там где 2 воздушные были петли вяжу 2 столбика без накида. Опять над столбиком с накидом вяжу столбики без накида и подхожу вот сюда над воздушной петлей, опять вяжу столбик без накида. Хвостики теперь я могу чуть подтянуть, тоже отрезать, чтобы они мне дальше не мешали. Сейчас начинаю вязать самый сложный скрещенный столбик с накидом. Делаю накид, нахожу столбик, куда я вязала столбик с накидом предыдущего ряда красного цвета, и в эту же петлю начинаю вязать столбик с накидом. Раз. Вот он так пересекает 2 столбика, 2 воздушные петли, сюда обычный столбик без накида. Делаю накид, нахожу петлю, куда был связан опять первый красный столбик, и прямо в эту петлю вяжу столбик с накидом. И получается 2 скрещенных столбика. Следующий вот столбик с накидом, сразу сюда вяжу столбик без накида. Еще 1 столбик без накида, 2 столбика без накида. 1, 2, 3. И пришло время опять вязать скрещенный столбик с накидом. Делаю накид, нахожу петлю, куда был связан столбик с накидом предыдущего ряда, и в него же вяжу столбик скрещенный. 1, 2 воздушные петли, столбик без накида. Накид делаю, нахожу опять петлю, куда был связан столбик с накидом предыдущего ряда, в ту же петлю вяжу столбик с накидом. И дальше сразу продолжаю вязание. 1, 2 столбика с накидом, 2 подвоздушные петли,
2 столбика с накидом и 2 под одной воздушной петлей. Опять вяжу скрещенный столбик с накидом. Нахожу столбик, в который вязала столбик с накидом предыдущего ряда, в ту же петлю вяжу скрещенный столбик, 2 воздушные петли, сюда обычный столбик без накида, опять делаю накид, скрещенный столбик в эту петлю и дальше по аналогии с предыдущими уголками обвязываем, обвязываем, обвязываем. Опять, да, теперь мы пришли почти к самому началу и начинаем вязать скрещенный столбик. Раз с накидом, две воздушные петли, столбик без накида, еще один скрещенный столбик с накидом и вот сюда столбик без накида. Соединительный столбик, ряд закончен. Вот первый ряд готов. Дальше опять меняем цвет пряжи и начинаем вязать фиолетовой пряжей следующий ряд. Отрезаю кончик, беру фиолетовую пряжу, присоединяю ее, вяжу 3 воздушные петли. 1 петля, хвостик перекидываю, 2, хвостик перекидываю, 3 и еще воздушная петля 4 нам нужна будет по рисунку. 4 воздушные петли, нахожу петлю, столбик без накида, который прям в уголке, и в него вяжу 2 столбика с накидом, 2 воздушные петли, 2 столбика с накидом. 1 столбик предыдущего ряда пропускаю, делаю воздушную петлю, вяжу 2 столбика с накидом. По рисунку, значит, над 2 столбиками вот этого предыдущего ряда вязать нужно 2 столбика с накидом. Делаю воздушную петлю, и вот над этими 2 петлями предыдущего ряда тоже нужно связать 2 столбика с накидом. Только я ввожу крючок в столбике с накидом предыдущего ряда. Вот сюда вот захватывая красную пряжу. Тогда столбики не будут висеть в воздухе. Мне так вот больше понравилось. Делаю воздушную петлю, вяжу 2 столбика с накидом, 1, 2, воздушная петля, в уголочек вяжу опять 2 столбика с накидом, 2 воздушные петли, 2 столбика с накидом, воздушная петля, 2 столбика с накидом, опять воздушная петля, 2 столбика с накидом, воздушная петля, 2 столбика с накидом, воздушная петля, в уголочек 2 столбика с накидом, 2 воздушные петли, 2 столбика с накидом, воздушная петля, опять 2 столбика с накидом, воздушная петля, 2 столбика с накидом, воздушная петля, 2 столбика с накидом, воздушная петля, в уголочек 2 столбика с накидом, 2 воздушные петли,
воздушная петля опять, 2 столбика с накидом, воздушная петля и еще раз 2 столбика с накидом. Воздушная петля. Здесь я свяжу 1 столбик с накидом, соединю с цепочкой из воздушных петель в начале ряда. Отрежу этот лишний кусочек. 4-й ряд готов. В следующем ряду опять будем вязать скрещенные столбики. Сюда давайте соединительную одну петлю сюда сделаю и присоединю нить зеленого цвета. Буду вязать опять столбики без накида, поэтому хвостики я сразу спрячу. Начинаю первый столбик без накида. Да, в предыдущем ряду хочу показать еще раз. Значит, здесь над каждыми столбиками с накидом предыдущего ряда я вязала столбики с накидом, а в уголке 2 столбика с накидом, 2 воздушные петли. Вот так получилось. Посмотрите еще повнимательней. Теперь над каждым столбиком с накидом предыдущего ряда я вяжу столбики без накида. Над воздушными петлями тоже вяжу столбики без накида. То есть сейчас я связала 2 столбика без накида, 2 воздушные петли, опять 2 столбика без накида. Над воздушной петлей вяжу столбик без накида. И начинаю теперь вязать скрещенные столбики. Ну, здесь самое основное правило сейчас вам расскажу, и дальше вы сможете следующие ряды самостоятельно связать. Нахожу верхушку столбика, вот этого рельефного столбика с накидом, вот его верхушку нахожу, и под эту верхушку захватываю и вяжу в нее столбик с накидом. И получается как бы вот этот столбик продолжение предыдущего столбика. Давайте еще раз покажу. Делаю накид, нахожу верхушку столбика, вот, и вяжу в нее столбик с накидом. 2 воздушные петли, сюда вяжу столбик без накида, опять делаю накид и вот сюда захватываю, захватываю столбик без накида, который был перед 2 столбиками с накидом. Раз, раз, раз. Опять вот эти 2 столбика с накидом, у нас над ними получается крестик. Столбик с накидом вяжу столбик без накида. Раз, 2. Опять сделаю столбик без накида. Теперь вяжу рельефный столбик, нахожу столбик без накида, в который был связан вот этот столбик с накидом, захватываю вот эту петлю, столбик без накида, и в него вяжу рельефный столбик с накидом. Делаю 2 воздушные петли, соединительный столбик, нахожу рельефный столбик предыдущего ряда и в его вершину вяжу столбик с накидом. Дальше следующий столбик без накида, столбик без накида, 2 столбика над воздушными петлями, 2 столбика без накида, столбики с накидом предыдущего ряда, столбик без накида и начинаю вязать рельефный столбик. Делаю накид, нахожу верхушку рельефного столбика с накидом и вяжу в него столбик с накидом. 2 воздушные петли, соединительный столбик. Нахожу столбик без накида, в который был связан вот этот столбик с накидом, и в него вяжу рельефный столбик. Раз, раз, раз. Вот он готов. И вяжу следующий столбик без накида. Дальше раз, 2 столбика, 3 столбик. Значит, нахожу петлю, в которой был связан этот столбик с накидом.
И в этот же столбик без накида вяжу рельефный столбик. 2 воздушные петли, соединительный столбик. И теперь рельефный столбик с накидом в вершину столбика с накидом предыдущий рельефный столбик. Так вот. И вяжу столбики без накида дальше. 1, 2, еще 1. Делаю накид, вяжу рельефный столбик в рельефный подстолбик предыдущего ряда, 2 воздушные петли, соединительный столбик, накид делаю и вяжу, опять нахожу столбик без накида, в который был связан столбик с накидом предыдущего ряда, захватываю эту петлю, в нее связала рельефный столбик с накидом. Дальше столбик без накида. Опять делаю накид. И вяжу вот в этот столбик без накида предыдущего ряда вяжу раз рельефный столбик с накидом. Делаю 2 воздушные петли. Соединительный столбик. Накид делаю и в верхушку предыдущего столбика рельефного с накидом вяжу рельефный столбик с накидом. 1, 2, 2. Продолжаю вязать столбики без накида. Опять нахожу рельефный столбик предыдущий и в него вяжу столбик рельефный этого ряда. Вот он. 2 воздушные петли, соединительный столбик и сюда 2 рельефный столбик. Так, теперь 1 столбик без накида, 2 столбик без накида. Делаю накид. Вяжу рельефный столбик вот сюда. То есть туда, куда был связан столбик без накида, столбик с накидом предыдущего ряда, в него же я вяжу рельефный столбик. Опять 2 воздушные петли, соединительный столбик. Сюда вот свяжу. Соединительный столбик, делаю накид и в рельефный столбик предыдущий свяжу рельефный столбик этого ряда. Все, вязание закончено. Этого ряда делаю соединительный столбик. Вот смотрите, в предыдущем ряду я вязала после 2 воздушных петель, сделала столбик без накида. Но мне показалось, это немножко хуже смотрится, чем вязать после 2 воздушных петель соединительный столбик. Давайте оставлю соединительный столбик, буду вязать. Вот следующий ряд получился. Смотрите, какой принцип. Нам нужно, чтобы вот эти линии, они продолжались. А в следующем ряду будем вот в эти вот петли будем вязать рельефные столбики. Вот эти рельефные линии, они как бы идут сквозь все ряды. Раз, раз, раз. Вот. И сейчас давайте присоединю красную пряжу и свяжу еще один ряд из красной пряжи столбиками с накидом. Вот 6-й ряд я связала, покажу вам, что у меня получилось. Кто хочет, может посчитать, сколько нужно столбиков с накидом связать в 6-м ряду. Можно нажать на паузу и посмотреть. И сейчас начнем вязать рельефные столбики опять. Значит, сюда вяжу столбик без накида, над каждым столбиком с накидом предыдущего ряда опять вяжем столбики без накида и над воздушными петлями вяжем столбики без накида до тех пор, пока нам не надо будет вязать рельефные столбики. Вот мы подошли, значит, к первому рельефному столбику, делаем накид, находим рельефный столбик предыдущего ряда.
в вершину рельефного столбика я вяжу рельефный столбик с накидом. Делаю 2 воздушные петли, соединительный столбик, накид, нахожу столбик без накида, куда был связан столбик с накидом предыдущего ряда, и в него вяжу рельефный столбик. Вот следующий перекрест столбиков. Так, вяжем дальше. Сейчас опять нужно связать столбик с накидом. То есть у нас вот эти 2 столбика с накидом будут перекрещены, одна группа, следующая не перекрещенная, опять перекрещенная, не перекрещенная и перекрещенная. Вхожу в вершину, захватываю ее, вяжу в нее скрещенный столбик, 2 воздушные петли, соединительный столбик, делаю накид, нахожу вот перекрещенный столбик предыдущий, 2 ряда ниже, и дальше вяжу столбиком без накида. Две воздушные петли, соединительный столбик, опять вершину перекрещенного столбика нахожу, в нее вяжу столбик с накидом. 1, 2, 3, 4. Вот что получилось. Так, проходим до конца ряда по такому же принципу. Находим вершину скрещенного столбика, вяжем в нее скрещенный столбик, 2 воздушные петли, соединительный столбик под воздушную петлю, и вот здесь вот следующий перекрест у нас будет здесь без скрещенного столбика. Так, вяжу дальше. 2, 3. Опять нахожу вершину скрещенного столбика, в него вяжу скрещенный столбик, 2 воздушные петли, вот это не подтянула. Нахожу вершину, в нее вяжу скрещенный столбик, 2 воздушные петли, соединительный столбик, и здесь опять нахожу вершину скрещенного столбика, в нее вяжу скрещенный столбик, и дальше ну так опять получается. Раз, 2, здесь 2, 3 крестика, получается 1, 2, 3, 4, 5. В 7 ряду 3 крестика у нас должно быть на боковых сторонах, 3 крестика. Вот квадрат я свой закончила. Посмотрите, какие результаты. Здесь у меня закончилась пряжа, поэтому небольшое утолщение за соединение получилось. Если посмотреть предыдущий квадрат, я уже обвязала. Когда вы будете соединять квадраты, то вот такая контрастная обвязка придаст ему законченный вид. Вот так выглядит изнаночная сторона, когда все хвостики спрятаны. И она такая тоже рельефная вся, видите, не прямая. И если отпарить, конечно, будет получше. И еще я бы рекомендовала все-таки взять хорошо скрученную хлопковую пряжу, потому что этот акрил, он немножко вот такой весь ведет его в разные стороны. Но хотя рисунок достаточно плотный, я думаю, что форму держать будет. 8, сейчас скажу, сколько у меня, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 рядов у меня получилось 12,5 сантиметров сторона квадрата. Вот 12,5 где-то сантиметров, если его расправить.
Смотрите, не знаю, понравился ли вам такой квадрат, вязали ли вы такой, может быть, видели где-то схему. Вот. Надеюсь, что вам было интересно. Если вам понравился урок, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии, а я прощаюсь с вами. Всего хорошего. До свидания.